В нашей стране многие считают, что армия не место для слабого пола. Другие же, наоборот, восхищаются женщинами, которые легко справляются с оружием и отдают команды целым взводам. Сегодня под обязательный призыв подпадают девушки Северной Кореи, Перу, Малайзии и Израиля. Конечно, можно получить гражданство другой страны и отправиться на службу, но женщинам, которые предпочитают служить в России, остается выбирать другие альтернативы. На службу в российскую армию призывают исключительно молодых людей мужского пола. Женщины не подлежат призыву согласно Конституции нашей страны. Однако у тех, кто мечтает об армейских буднях, есть такая возможность. Девушка может в добровольном порядке заключить срочный контракт о прохождении службы. Она вправе выбрать любой вид войск, если в них имеется вакансия для нее. При условии физического и психического соответствия дама может служить даже в ракетных или космических войсках, а также во флоте. Еще одним вариантом для прохождения службы является поступление в военное училище или школу прапорщиков. Это может быть, например, Суворовское или Нахимовское училище. После окончания службы курсантки отправляются наряду с мужчинами к месту службы. Однако не каждой девушке под силу справиться с трудными вступительными экзаменами, пройти медкомиссию и быть лучшей среди огромного конкурса. Как же попасть девушке в армию по контракту? Женщина, желающая посвятить свои будни армейской службе, должна обратиться в военный комиссариат, относящийся к ее месту по прописке с соответствующим заявлением. Можно посетить саму воинскую часть или отправить документы через государственный сайт. После этого в течение месяца девушка должна получить предписание на прохождение некоторых мероприятий. Проверка образовательного уровня, проверка физического и психологического состояния, медицинское освидетельствование. Процедура приема девушки на службу почти ничем не отличается от мероприятий для мужчин. Если с психическим и физическим состоянием девушки будет все в порядке, ей предложат подписать контракт. Лучше, если женщина придет на собеседование к инструктору в пункт сбора. Он расскажет обо всех преимуществах и недостатках военной службы по контракту, нюансах этого нелегкого дела, а также выяснит мотивы для поступления в ряды войск и поможет выбрать варианты военных специальностей. Конечно, выбор профессии ждет даму только после профессионально-психологического отбора. Требования к девушкам, решившим служить по контракту, идентичны с условиями, которые предъявляют мужчинам. А именно, она должна быть совершеннолетней, но младше 40 лет. Образование не ниже среднего. Девушка должна быть в хорошей физической форме и получить категорию А или Б по здоровью. Наличие супруга или детей не является причиной для отказа в службе по контракту, так же, как и состояние беременности или период восстановления после родов. Не возьмут на службу девушек, которые находятся под следствием, а также тех, кому вынесен обвинительный приговор. Наличие судимости и уголовное прошлое являются препятствием к оформлению контракта на службу, как и в случае выхода возраста за указанные пределы. При подаче заявления необходимо сразу узнать, какие имеются вакансии. Несмотря на то, что военных специальностей для девушек меньше, общее число военнослужащих женского пола составляет более 50 тысяч человек, и только около 1000 из них служат на низких должностях. Несколько десятков женщин имеют звание полковника. Большинство же работают в финансовых и медицинских областях, в сферах связи и делопроизводства. Девушки также могут служить в штабах, на кухне, в казармах и на узлах связи. Перечень специальностей довольно разнообразен. Повар, бухгалтер, экономист, переводчик, картограф, оператор ПК. Женщины могут решать задачи, с которыми не в силах справиться мужчина военный. Прекрасный пол занимает должности в таких сферах, как полиграфия, фотограмметрия, аэрофотослужба, метеорология. Закон запрещает несение женщиной гарнизонной или караульной службы, но от боевых дежурств и полевых учений она не освобождена. Перед тем, как определить длительность контракта, нужно учесть возраст женщины и должность, на которой она хочет работать. Так, срок договора на 3 года предполагает работу на простых постах солдата, сержанта или матроса. Прапорщикам и офицерам необходимо отслужить 5 лет. Женщина вправе претендовать на любую должность, представленную военным комиссариатом. Ограничений по профессии для нее не существует. Все зависит лишь от образования и профессиональных навыков. Девушка также вправе выбирать военную часть. Документы для службы по контракту. Кроме заявления, военный комиссариат принимает и другие обязательные документы. Диплом об образовании, паспорт, справка о прописке, копия трудовой книжки, свидетельство о браке и рождении детей, фотографии необходимого образца, письменная автобиография, отзыв с места учебы или работы, другие документы о профессиональных достижениях. Если документы предоставляются через официальный сайт, нужно убедиться в высоком разрешении фотографий. При личной подаче документов в комиссариат надо приложить копии бумаг. В случае положительного ответа военной комиссии не нужно спешить с подписанием контракта, следует внимательно ознакомиться со всеми его пунктами, чтобы избежать неприятных последствий. Медицинское освидетельствование – это первое, что проходит для выявления годности к несению службы.
Контракт будет заключен только с теми девушками, которым присвоена категория А, то есть полная пригодность к службе, или категория Б – незначительные ограничения. По составу врачей медкомиссия и порядок ее прохождения мало чем отличается от таковой для сильного пола. Единственное, женщинам необходимо пройти врача-гинеколога. Неизменный врачебный состав включает в себя окулиста, лора, психиатра, терапевта, невропатолога, хирурга. Если кандидатка на службу по контракту не согласна с решением военной комиссии, она имеет право пройти независимое медицинское обследование в частной клинике и подать рапорт или заявление в суд. Последнюю меру обычно применяют призывники, которые хотят получить отсрочку от армии или полностью уклониться от нее. Пройти медкомиссию не так сложно, как психологическое освидетельствование, где специалисты смотрят на поведение женщины, оценивают ее качество, стрессоустойчивость и реакцию. Срок службы может составлять 3, 5 или 10 лет, но контракт можно прекратить по собственному желанию в любое время. Досрочное увольнение возможно в следующих случаях: переезд супруга, недобросовестное исполнение своих обязанностей, кадровые перестановки, реорганизация в штате, уход за больным родственником, признание военнослужащей негодной к службе вследствие травмы или болезни. Служба по контракту дает девушке возможность заработать наравне с сильным полом. Согласно статистике, каждый год в вооруженных силах Российской Федерации прибавляется на 3000 женщин. Однако медицинская область все равно нуждается в солдатах слабого пола. Так, на каждые 500 мужчин, которые захотели связать свою жизнь с армией, приходится только 10 девушек. Надеюсь, эта информация поможет слабому полу стать сильнее, а солдатам-мужчинам будет не так скучно.